Сменить 0 градусов на плюс 20 это было нечто невероятное. И Ликейка в это время наиболее прекрасна. Это было длинное путешествие, порядка 9 дней, но начнем по порядку. Старт был дан с такой хипстерской деревни Чарали. Вот, и порядка там 1,5 дней сначала провели на море после дороги. Отдыхали. В самом поселке в это время уже немноголюдно, и гуляя утром, я много раз видел интересных таких моментов, когда изготавливали местное население гранатовый сок. Это было так совсем по-самобытному, стуча палками какими-то такими определенными. Местные почему-то называют это хлеб. Я не знаю, они так подходят, говорят хлебуш. Коты являются таким каким-то местным атрибутом всех кафе. Их можно встретить практически везде. Их можно спокойно гладить, кормить. Чаек подогревался таким образом вот на печи. Особо электрических чайников я не видел. Но в то же время это было довольно интересно. В местных заведениях всегда вкусно приготовят. Но тоже иногда нужно посматривать на цены. Вот, например, в этом заведении почему-то кофе стоил $3. В районе горы Олимпус есть довольно старый разрушенный город. Можно неплохо по нему прогуляться. Там руины, различные экспонаты, какие-то старые захоронения. Довольно прикольно по античному такому городу походить, забраться на всякие разрушенные стены. Непонятно. Я думаю, это аналог дольменов. Можно прийти и понаблюдать кремацию на озере, на реке, вернее. Сжигают трупы, скидывают. Это уникальное место совершенно в мире. Я аж 2 раза туда возвращалась, потому что это не нравится вот до дрожи. А потом прощание момент. А потом играют в рог, трубят и поджигают. Наверх или... Ее горящим пускают по реке? Нет, оно сначала сгорает, а потом пепел смывают водой. Причем там все поставлено на поток. Угу. Там, то есть, вообще вынесли, сожгли. Люди как на трибунах сидят, родственники наблюдают. А по правому берегу там уже люди состоятельные. И там уже такой процесс достаточно долгий, с украшениями, цветами, со всеми. Сегодня бои гладиаторов. В роли гладиатора номер 1. В роли гладиаторов. Узнав наколку на груди у трупа, старушка миновав таким образом. Ну вон Илья уже хорошо сел, смотри. Да, ни у кого нет? Амфитеатр. У меня есть, кстати. Как оказалось позже, данное представление, оно входило в стоимость нашей программы. В районе этой же горы довольно популярный спот для скалолазания. Мы там встретили группу. У них были какие-то занятия, там, не знаю, порядка 10 человек. И видно, они учились. Довольно интересно было наблюдать, тем более, когда ты об этом ничего не знаешь, ничего не понимаешь.
довольно динамично. Знаешь модель уже? И Не, то ну, они во-первых- немножко изменяют. Во-первых, да, можешь знать. Там также была обнаружена такая пещера и отлично заброшена дикая бухта. То есть на картах там нет такого прохода, но если идти вдоль побережья, можно прийти к скалистой такой местности с бухтой, и там совсем бирюзовая вода. Очень классно. В ноябре встречать рассветы очень удобно, солнце встает поздновато, поэтому тебе не нужно прям там ставить будильник на 4 утра. Я старался ходить каждое утро встречать при наличии хорошей погоды. Вдоволь навалявшись на пляжах, мы тронулись в сторону бухт, уже с палатками, со всем снаряжением. Вот это как бы и начинался наш уже недельный поход. Хорошо, что немножко отдохнули, там провели целый день в районе моря. Это ты кому? Собаки или нам? Как ты хочешь? А для этого надо, чтобы тебя отметили. Не, вот эту твою рекийскую тропу не перепутать. Слушай, ну ты можешь... Надо было зафрендиться. Идем вдоль красивых бухт. Погодка плюс 20 и довольно приятно, не жарко. Шорты, майка. Середина ноября немножко странно для нашей климатической зоны. Так вот, красотуля здесь. Точки красивые. Серый песочек. Купаться довольно комфортно. То есть не скажу, что там прям залез и там можно 15 минут плавать, подзамерзнешь. Ну, самое то для того, чтобы там охладиться. Зашел, вышел, то есть идешь. Заход в воду, это в основном галька по всем пляжам. То есть песка так особо не встречал на тропе. Мест для стоянок достаточно много и свободно, в отличие от октября, как говорят местные. Поэтому мы ходили, выбирали, где встать. Везде все свободно, абсолютно. Это не связано с религией никак. Немаловажным критерием выбора это было наличие воды, потому что вот были места, где там колодец отмечен на карте, есть вода, но Колодец воды, ну там что-то такое себе. с такой старой дизельной. Да, А использовалось? Ну, по всей видимости, вот там ребята, которые добывали медь, здесь добывали медь. то есть для электричества. Андалы уже, значит, демонтировали головку 4-го цилиндра. Наверное, они хотели сначала его спилить. Вот они, спилили один шатун. Тачка непростая, тачка матрасная. В округе достаточно много заброшенной техники, различных остатков фабрики, завода, стены разрушены. Где съездить, где погулять, что интересного поискать. Значит, вот там встали, это залив Мадан. Там у нас кемп, палатки будут ставиться. Я сейчас еще решил прогуляться по окрестности. Здесь много интересных мест. Вот, сейчас 2 часа дня, я думаю, там часик-два и вернусь в лагерь. Там еще какая-то старая разрушенная шахта, в которой раньше что-то добывали. Надо будет попозже туда тоже сходить, посмотреть, что там как. Поначалу было сложновато спать возле моря, как-то так шумновато было. Волна, ветер, ну, потом уже на 2-й, 3-й день все ок с этим, поэтому привыкаешь.
Наша основная точка, она всегда маячила вдоль побережья, можно было наблюдать эту гору Тахталы. Поэтому каждый раз, когда ты к ней приближаешься, смотришь, насколько ты приблизился. Такой челленджовый момент, что все ближе и ближе. Стены остались уже, все раскрашено, нагажено. Печушечка какая-то старая. А так, все разгромлено. Вот еще такая печь. Даже стены не осталось. Вот там гора уже Тахталы. Надо будет на нее подниматься скоро. Сейчас уже отсюда она так эпично смотрится. Там солнце падает прямо на нее. Здесь уже темноватенько. 5:15 уже как-никак. Итог такого первого дня. Очень классные бухты. Тоже получается вдоль берега. И балдежненько. Фоточек, кучу видео можно делать. Ну, еще достаточно комфортно тоже можно искупаться в перерывах. Сегодня у нас был первый день трекинга. Мы наконец-то встали, взяли рюкзаки и пошли. Не в 11. Мы должны были выйти в 9:30, вышли мы в районе 10. Это было прямо такое возвращение к привычным каким-то вещам, потому что 2 года у меня вот этого не было. Мне понравились виды, конечно. Все очень красиво и хорошо. Эта программа называется «Антидепрессант». И свое назначение она выполняет. 2, 3, 4, 5 стук. А ты что не пришел? Какой стук? Вечером мы любили поиграть в слова. Ты загадываешь слово и даешь объяснение, но используя только одну букву. Там порезать кусочек. С утра на кофе образовалась очередь, гейзельная кофеварка была одна. Варили тырский кофе, он по вкусу так себе среднее что-то. Но вот эти виды одни компенсировали весь вкус кофе. Местами были грейдера, и при наличии велика можно было спокойно здесь катить. Либо там, если есть вторая пара обуви, можно так легенькие кроссовочки одеть, не душиться в высоких хайкинговых ботах. Ну, мне кажется, что они просто немножко для разных. Вот конкретно, получив проблему с связкой, потому что там же очень, допустим, если у тебя подколенная связка, там как-то туда. Место стоянки довольно рано выбирали, и было еще много свободного времени прогуляться там вдоль пляжа, походить в окрестности по какой-то скалистой, гористой местности. Довольно интересно, дико и большая площадь. То есть можно там на запад, на восток пойти абсолютно без разницы, везде будет прикольно. Так, сегодня второй день уже. Моя флешка стремительно заканчивается. У меня всего 2. Много интересных мест, особенно к вечеру, когда оно солнце садится, и на рассвете. Надо будет решать, что удалять. Закемпились в бухте очередной. Скинул вещи, сейчас иду погулять. Пойду дальше немного, посмотрю, что там по бухтам. Вторая бухта, сейчас пришел практически, и издалека видно, тачка упала вниз, такая проржавевшая, видно, давно лежит. Сейчас пойду посмотрю, что там да как. Сама тачка лежит возле Такерова бич, там по левую сторону, возле обрыва, там сверху идет дорога, видно, летела хорошо вниз, а лежит уже давненько, успела потрепать ее море и соленая вода. Вот, собственно, тачка. Проржавела сильно, конечно. Все остальные части уже ржавые, а диски колесные и ржавые, алюминиевые.
Судя по надписи Паджеро. Ну, ладно, давай. Разговаривал с этими ребятами, и они где-то в день по 25, по 30 делают. Такие легкоходы, и плюс довольно поздно приходили на стоянки, и поздно заканчивали. Приключения нас ждали и дальше, и это Токирова. Мы спустились в Токирову, взяли трансфер и двинули в сторону каньона Гайнюк. Что происходит? Куда мы едем? В ресторан? Да, мы едем обедать, а в ресторане, а там гитары, а там цыгане. Да, в Гуре мне не понравился, что лук был очень крупно. Вчера я на Ленина. На Ленина? С детьми? С Пионер. Ленина дети. Ленин и дитё. В Гунике довольно интересно и классная природа. Но мы недолго прошли, мы сразу начали буквально через там 15 минут подъемчик. Здесь уже пошли довольно интересные подъемы, и нужно было местами попыхтеть. Ну это... Проходя по самому каньону, можно встретить разную палитру цветов. И зеленый, и оранжевый, и красный, и желтый. Все-таки как-никак осень. Ну и там уже, конечно, в самом каньоне пониже. Много воды. Немножко сырость присутствует прям вот. Понравилась и первая часть на море, и понравилось ходить в горах. Но в горах это то, что я привык ходить, в принципе, то же самое, что в Швейцарии. Ты идешь куда-то, поднимаешься, но спускаешься. То есть ничего необычного для меня не было. И, ну, конечно, это более живописно. Я знаю, кто так же считает. Вода достаточно холодная в самом каньоне, проточная, ледяная, поэтому пришлось туда пойти все равно, потому что за 3 дня достаточно липкий и грязный, поэтому надо было. Оставьте мне одну поплавение. Сегодня было рано. Завтра еще больше, чем... Тебе там не одиноко, не холодно? Бери камешек, садись ближе. Спрашивают, Последний раз с палатками я ходил лет 15 назад, наверное. Уже забыл, что это такое, но это прикольно на самом деле. И мне нравится... Да, тогда было с группой, ну, как бы, спят, ну, там, 2-3 человека в палатке. Мне одному больше нравится. Кофе... Интересный вкус у кофе. По самому каньону довольно сложно было проходить местами. Где-то мокрые камни, где-то надо было бродики обходить, где-то надо было рюкзак подать. То есть, ну, довольно такой челленджовый участок. Давайте. Чей следующий рюкзачок? А где палки? Палки вот. Палки как-нибудь по отдельности передадим. С помощью палок можно пройти.
Магистр игры «Контакт» по букве Е по теме «Церковная утварь». Мое? Но мы вообще много слов узнали за эти дни. Да, мы не очень много узнали слов, поэтому этот трек не только оздоровительный, но и образовательный. Ну и мозгооздоровительный. Но и образовательный, да. Такая подобралась группа лингвистическая, филологическая. Я бы сказал, не только, еще и сантехническая. Сантехническая, физическая и вообще мы очень разносторонние личности. Правда, все не все очень выносливые, вот вроде меня, но я пересмотрю тренировочный процесс, я в него возобновлю, чтобы к следующему треку, да, быть в форме. Так, это сейчас поселок Гиделме. Есть дерево и старый замок. Совершаешь намаз. Подпеваем, да. Так что, первый раз, когда он только первый раз был, он как... Обычного дерева, как дерево, единственное, что ему 2000 лет, а так. Прикольно было наблюдать, когда там, первый день шли уже по тропе, именно там по пляжу, и видел, там люди просто голышом отдыхают, загорают, там, купаются. Видно, они уже давно в пути. Такой, типа, блин, что происходит, что они такие голые, как так? Вот, а уже там на 3-4 день уже сам адаптируешься, у тебя прям время останавливается, какое-то другое пространство, такой, начинаешь осознавать, что уже сам в бухте лежишь, и такой без трусов, короче, офигенно. Просто отключаешься от всего, и такой телепорт. И в самой тропе уже 4-й день. Тут и в каньоне уже были, ночевали. А спустились в поселке, где-то местами там на автобусе, подъезжаем на трансфере, потому что не сильно интересные прогоны по дорогам. Вот, но двигаемся дальше. Зелень, она, несмотря на ноябрь, присутствует. Причем такая свежая, как будто весенняя. Очень круто. Вот так растет хурма. Здесь уже осенняя, а хурма летняя. Так, сейчас тут остановились в деревушке, в кемпе. Сегодня планируется горячий душ, ужин, кровать. Палаточки не будет. Решил прогуляться, здесь какая-то местная деревушка. Особо так смотреть нечего. Довольно непросто было встать там 5:30 утра, чтобы быть на 1500 уже в такое время. Я считаю, что прям рано утром это прям совсем такое магическое время, когда солнце встает, ты один, там идешь 2 часа с фонарем до рассвета. Очень драйвово. Сейчас 8 утра, вот 2 часа топаю. Я стартанул, рассвет встретил на подъеме, а двигаюсь в сторону Такталы. Сейчас самое время для завтрака, перекушу. Сегодня по маршруту 15 километров, 1,5 набора, 1,5 сброса. Кстати, вот завтрак в 8 утра прям с таким видом, это прям топ, самый лучший пока что завтрак.
Подходя к подножию Тахталы, это было там в районе 9 утра, я встретил другую группу ребят. Сборная такая солянка с разных городов России. И для них это был завтрак. Они были удивлены, увидев меня уже в такое время на подъеме. Что это было там 9, уже 15 мы подходили вот к точке, где можно было кинуть рюкзаки и подниматься на самую гору Тахталы. Сам подъем напоминал чем-то такое марсианское поле. Очень необычно. Зелени нет. Оранжевая, желтая, песочная такая руда. Очень прикольно. Так, сейчас подхожу к Тахталы. Тут осталось 200 метров набрать. Погодка уже начинает портиться. Немного тучки появились. А вон сама гора наверху. Встретил местных ребят. Прикольное название группы у них. Тюлени без лени. Тоже такая мультигородская тусовка. С Алтая, с Москвы, с Питера гуляют. И 3-й день сейчас. Идут по классическому маршруту с Анталии начали. Выше облаков всегда круто. Перед самым подъемом там кинул рюкзак. И последние там 500 метров набирал без рюкзака. Туманчик немножко осел. Прям вообще так криповенько. Идешь, мурашки по коже. Хотел бы здесь ночью идти. Зацените какие-то артефакты. Пушка. Девять 16 пути, 23 километра. И, как обещалось, 3 километра перепада. Вот, сейчас буду располагаться. Размещение бесплатное, но за покушать надо будет доплатить. Отлично спалось. А что, сейчас кофе готовится? Да. Утренняя порция. Отлично. Наркомания вовсю. Проснулся, сегодня уже 6-й или 7-й день, что уже запутался слегка. Вчера протопал 23 километра, и там было 3000 перепада. Конечно, можно, но если так делать каждый день, не знаю, меня, наверное, на дня 2 хватит. Что-то больше как-то не готов. Вчера выпил чуть ли не ведро чая и за ночь вообще. Утром вставал, выкатывался, с палатки. Что реально организм такой, что происходит. Конечно, желательно, если так каждый день ходить, то до 15, так, чтобы среднее было с рюкзачком. Немножко тяжковато, конечно. Проведя ночь в кемпинге Панорама, мы двинулись в сторону огней Химеры. И маршрут тоже пролегал довольно интересным местам. То есть вроде бы уже и высота невысокая, там порядка 400 метров, но все равно местами хватало и подъемов, наборов, различных препятствий. То есть вроде бы недалеко от поселков, но в то же время маршрут самый интересный. На пути встречались различные собаки. Мы как их и видели, так и пришлось даже поконтактировать с этими собаками. И истории интересные рассказывали про собак. Я катился один по треку, вот куда-то уехал. И там, пастбище такое летнее, там как это называется.
кошары, неважно. И штук несколько по периметру, получается, и сидит на цепях. Ну, я еду, вижу на цепях. А штук еще 8-10, наверное, там бегает. Ну, сколько? Ну, много, ну, может, 6 там. Ну, они как на меня ломанулись все. Я с велосипеда прыгаю, от велосипедом от них Ну, отгораживаю. обычно за раму берешься и Да, ну я так вот, отмахиваешь. ну я как бы им так вот, ну понял, как бы спрячусь за велик. А если с всех сторон нападают, А они обычно окружают. да, и хорошо хозяева недалеко, то есть они послушные. Они их послушались и все. И потом меня пригласили, там в палатке на самом деле чаем напоили. То есть такой, знаешь, такой там палатка такая печка. Чай, какие-то лепешки мне там пожарили, просто так угостили. Мы так поговорили, они только, честно говоря, там в горах то ли какая-то народность, там нифига они не разговаривают. Ну, то есть как-то сложный, сломанный русский. Как ни странно, я сильно удивился. Вот. А был случай еще здесь же, в Турции, в прошлом году, когда мы по Каппадокии ехали. И тоже уже с Каппадокии выезжаем, и там такой серпантинчик классный. Я еду уже впереди. Строящийся дом. И такой же алабай вылетает. Причем хозяин это все видел, он его отзывает, а тот прям просто за мной чешет. Уже на адреналине, наверное. Да, и я там как газанул на адреналине вниз. А там еще, знаешь, такой склон получается, петляющая такая дорожка. И щебенка прям такая, ну, опасная щебенка такая, сыпучая. Я еду, думаю, то ли меня алабай, короче, сожрет. То ли, получается, я с велика навернусь. Но экстрим тот еще бывает, я точно могу сказать. Газ выходит из земли и горит все время. И можно сварить яички. Куриные. Что угодно можно, да. Заходили на огни Химеры. Могу сказать, что там что-то супер впечатлило как-то. Были такие ожидания, что там прям огромные столбы огненные. А там такие локальные шашлычные. Бейчик, с бейчика Лупинар, вниз. Огни Химеры, Олимпос, это гора, которая для скалолазов, и Чирали. Ну, там вот очень людно уже, потому что туда на машинах подъезжают, то есть там много турков стоит. По сути, побережье мне больше всего понравилось от Чирали до Текирова, вот этот участок. Проведя вот порядка 9 дней в походе, могу сказать, что я готов сюда вернуться. Возможно, это будет уже больше километраж, вот, но обязательно пройду по этому же маршруту. Здесь больше всего понравилось это наличие пляжей, наличие гор и вот эти вот заброшенные бухты, плюс сама гора Тахталы, подножие и дубы. Это, конечно, просто топ, что-то невероятное с природой. Рекомендую сюда прийти, вот, желательно весной, либо в конце осени. Подъеду, где-то останусь, где-то подплыву, даже на яхте подплывала, получалось. Ну вот так да. вообще бесплатно, просто по тропе приблизительно. Ну да, в принципе, я не знаю, и это и хорошо, и плохо. Но, наверное, все-таки плохо, потому что у меня много времени уходит на выяснение тропы. Вот хорошо люди, такие как вы, вот, попадаются, Походил они уже, да, рассказывают, да, но все равно, А что вот мне так интересно. ночевать не страшно? В лесу, в тропе одному? Вполне нормально, да? Хорошо, наоборот, хорошо, когда дико. Я люблю. Но Я сейчас люблю. людей немного уже. На тропе вот мы ходим. Вот мне кажется, на западной части было больше, но Больше. это было 10 дней назад или 2 недели назад даже. Тогда было больше, ну и даже те, которые владельцы, ну, этих, такое, это самое Джинет Кэмп, они собирались закрываться 31 октября. Говорят, продлят до 15 ноября. Потому Народ что есть, туристов ходит? много. И еще они сказали, что вот та часть, это самая Парадайз Бич, потом, ну, как она, Калиантия. Они сказали, что это только в этом году, говорит, 95% русские и украинцы. И приезжала очень большая группа студентов откуда-то, и Истанбул, и еще откуда-то приезжали. И там классно было, там танцевали, песни пели. Человек 40, наверное, всего было. И они так чуть-чуть походили. Ну, а почему местные не ходят? Это не вопрос. Но я знаю, что просто русские и украинцы, они очень-очень большие путешественники.